После того, как я слышал эти слова от работодателя, я от них сбегал. Очень часто такое бывает, что во время собеседования мы слышим какие-то слова от работодателя, какие-то звоночки, какие-то сигналы. Мы понимаем о том, что так, что-то здесь нечисто. Мы просто забиваем на это, верим в лучшее и идем дальше, устраиваемся потом на работу. Спустя какое-то время, полгода, год, мы понимаем о том, что ага, когда-то мы это уже слышали, мы с этим сталкивались. И вот эта вот ситуация, на которую мы ранее закрыли глаза, набирает обороты и превращается в просто огромный пузырь, который мешает нам работать. Поэтому, чтобы избежать такой ситуации, сохранить себе кучу времени, кучу нервов, сохранить себе недозаработанные деньги, важно уметь определять эти слабые сигналы и сразу на них обращать внимание. Сегодня как раз таки мы будем говорить о этом, и к концу видео вы сможете отличать плохого работодателя от хорошего. Всем привет, меня зовут Александр Дегтярев. На этом канале мы говорим о том, как вам сделать преуспевающую карьеру. Подписывайтесь, смотрите также другие ролики про собеседование, про резюме у меня на канале, а мы начинаем. Самый первый признак плохого работодателя – это там, где пишут о работодателе плохие отзывы. Достаточно просто вот зайти в интернет, вбить в поиске там ООО «Рога и копыта», отзывы сотрудников, зайти на какой-нибудь там первый, второй, третий сайт и почитать, что пишут у работодателя. Если там все плохо, то поздравляю, вы сохранили себе кучу времени и просто будете сразу продолжать искать другого хорошего работодателя. Еще такой момент возможен, о том, что в принципе нет информации о компании в интернете. Это может быть по нескольким причинам, либо новая компания, но в новой компании вам нужно будет больше перерабатывать, там будут неотлаженные бизнес-процессы. И стоит задуматься, нужно ли это вам в принципе. Также это возможно из-за того, что это какая-то сетевуха, тоже стоит быть аккуратным. Ну и третья ситуация, которая возможна, это то, что одна организация подает себя за другую организацию, поэтому нет информации о этой компании в интернете. Поэтому давайте мы будем внимательными и будем изучать компанию до того, как мы придем на собеседование. Второй признак плохого работодателя – это когда говорят о том, что обучение у них платное. То есть вам сначала следует заплатить, а потом вам будет какая-то плюшка, будет какая-то работа, вам предложат какое-то трудоустройство. Славно то, что в моей практике такого не случалось, я такие компании обходил стороной, но тем не менее мои друзья на это натыкались. Просто важно понимать о том, что они на этом строят бизнес, и для них это способ не найти нового сотрудника, а способ заработать на этом денег. Третий пункт, он довольно-таки спорный, смотрите сами, там все индивидуально. Это когда вам предлагают оформление по ГПХ. Сразу возникает вопрос, почему не можете оформить по ТК. Просто чаще всего работодатель, когда предлагает такие условия, он ищет сотрудника на краткосрочный период. Но если вы рассматриваете какую-то организацию там на год, на больше, на длительный срок, то это точно не ваша организация, где вам стоит работать и набираться опыта. Более того, когда вас не оформляют в штат, это снимает ответственность с работодателя на выплату отпускных, на выплату больничных. И в случае, если вас захотят сократить, то вас могут это сделать просто одним днем, без каких-то выплат. Четвертый пункт вытекает из третьего. Это когда вам сразу говорят о том, что у нас бывают задержки. Работодатель во время собеседования показывает себя, как и вы в принципе, с самой лучшей стороны. Если он с самого начала говорит о том, что у нас там 1, 2, 3 дня задержка, и это нормально, значит будет такой момент о том, что будет и неделя, и 2 недели, а это все нервы, и это просто заранее можно избежать, поэтому не соглашайтесь на такое. Следующий плохой звонок – это когда вам не говорят о том, чем конкретно вам нужно будет заниматься. Могут сказать о том, что, слушайте, вот в ваши обязанности будет входить все. От А до Я. Вы будете как и выносить мусор, так и делать какой-то там отчет. Вот здесь надеяться на лучшее и ожидать позитивный исход точно не стоит. Вы мало того, что убьете свою нервную систему на этой работе, так вас постоянно будут обесценивать, потому что работодатель будет стараться выжать из вас максимум и постоянно чем-то будет недоволен. Говорить о том, что а чего вы не сделали то, а что не то, а что не то. Седьмой плохой звоночек, его в принципе можно выявить еще во время телефонного разговора. Это когда вы пытаетесь что-то узнать работодателя, но он вам не говорит, как-то скрывает, как-то увиливает от ответа, говорит мало информации, а говорит о том, что давайте придите к нам на собеседование, я вам все расскажу. Допустим, даже вы приходите на собеседование, снова пытаетесь получить от работодателя какую-то информацию, он говорит, слушайте, давайте выходите к нам на работу, вы потом все поймете, во всем разберетесь. Опять же, если нет конкретики от работодателя, бегите с этой конторы, потому что, вероятнее всего, это либо какая-то сетевуха, либо какой-то разводняк, и денег вы там точно не заработаете. Смотрите, у меня есть информация о том, как я смогу вам помочь сделать хорошее, продающее, сильное резюме, и благодаря этому привлекать
хороших работодателей, а потом смогу вам помочь пройти собеседование, чтобы вы получили максимальный и выгодный оффер для себя. Поэтому обязательно смотрите описание к этому видео. Я оставил ссылку, где вы сможете ознакомиться с этой всей информацией. Следующий сигнал плохой – это когда во время телефонного интервью, телефонного разговора вам обещали одно, вы приходите на собеседование, вам говорят другое, то есть вам соврали. Опять же, во время собеседования все показывают себя с лучшей стороны. Если он уже во время собеседования позволил себе наврать, то в дальнейшем такого будет еще больше. Ну и последний плохой признак – это когда говорят: слушайте, да мы не команда, мы не коллектив, мы аж целая семья. Есть работа, есть семейные отношения, и не стоит это совмещать. Когда это говорят, это значит в их атмосфере, в их корпоративной культуре нормально иметь такие братские отношения и просить делать человека что-то даром. А если вы это что-то не сделаете, то вас будут просто давить, говорить: ты что, нам не можешь помочь? Ну, ты что, ненормальный? Ты что там, такой плохой человек? В нормальных компаниях такого просто априори нету. Ну а если у вас в ближайшее время запланировано собеседование, обязательно посмотрите это видео, потому что оно поможет вам успешно его пройти.